Друзья, всем привет! Это я, Максим, вы на канале Moto Maximus. Это мой легкий эндуро DRZ 400. Ссылочка на его обзор, кажется, вот здесь. А сегодня у нас на обзоре посылка из Китая с очень удобной и функциональной сумкой для хранения каких-то вещей, которые нужны в дороге, которая крепится на переднее крыло моего мотоцикла. Давайте наконец-таки распакуем ее и посмотрим, чем же нас одарил китайский производитель под брендом Kemimoto. Пока распаковываю, друзья, должен вам признаться в том, что я вообще жуткий любитель всяких сумочек, рюкзаков. У меня есть 3 поясные сумки, 2 нагрудные сумки, рюкзаков, наверное, штук 5 разных для сноуборда, для того. Я вообще, в принципе, люблю удобные вещи для хранения и перевозки всякого багажа. И на своем эндуро мотоцикле мне все время не хватало места для хранения инструмента и запасной камеры, которую я беру в дороге. В рюкзак всегда не хочется это класть, потому что инструмент довольно-таки тяжелый, он отягощает рюкзак, это все время давит на спину. А на моем мотоцикле нету места, нету бардачка, куда бы это можно положить. Изначально на моем мотоцикле DRZ 400 стоял сзади багажник металлический, но я его убрал, так как мотоцикл очень часто из-под меня уходит, переворачивается, и этот багажник сильно травмирует ноги, поэтому его пришлось убрать. Я разрезал упаковку, и видно, что производитель, когда отправлял мне, судя по всему, вот в специальную упаковку наклей, но, судя по всему, таможенник или кто-то на почте вскрывал мою посылку и проверял, наверное, что внутри, может, нет ли что-то запрещенного, и дополнительно потом это все было упаковано скотчем. Но сумка в целости и сохранности пришла. Вот так она упакована. Ссылочку на продавца и на товар я, конечно же, оставлю в описании. Идет обычный прозрачный пакет, силикагель. Ну и вот такая, друзья, сумочка. Сумочка на переднее крыло эндуро мотоцикла, бренд Kemimoto. Я долго смотрел на подобного рода сумки, признаюсь вам честно, но как-то мне они качеством не нравились, выглядели они довольно-таки дешево, и не лежала рука их покупать. Но вот эта сумка меня реально удивила даже на картинках, и я переписывался с продавцом, он же производитель, я сразу написал в официальный магазин Kemimoto, спросил у них информацию об этой сумке. Сумка эта изготовлена из материала Oxford 680D. Вот этот нет ремень, а вот эти вот все ремни, которые служат как утяжки, у них у всех вот здесь идет прострочка резиновой нитью, они не скользят в руках, соответственно, когда вы будете затягивать, это очень удобно. Плюс ко всему, вот здесь вот не скользящая поверхность, ваша сумка не будет юлозить по крылу. Она водонепроницаемая, молния водонепроницаемая, причем, у меня есть рюкзаки, экипировка с водонепроницаемыми молниями, и на первый взгляд я должен сказать, что довольно-таки качественно выполнено. Я, конечно, в процессе эксплуатации буду еще тестировать и все покажу вам. Кстати, на ней вот отражающие светоэлементы. Я так понимаю, что когда я установлю ее на крыло, они еще будут как светоотражатель работать. Самое, что мне понравилось, в комплекте с этой сумкой можно еще заказать вот такой вот чехол для инструмента. Здесь, соответственно, вот прошиты такие вот резинки. Вы можете сложить аккуратно свой инструмент и возить его всегда с собой. Это на самом деле проблема. Выскакиваешь прокатиться на эндурике на час, на два. Соответственно, быстрее забыл закинуть инструмент в рюкзак. Что-то где-то сломалось, отвалилось, даже подкрутить нечем. А так это всегда будет на крыле, всегда будет сухое, если сумка на самом деле герметичная и водонепроницаемая. Мы это проверим. Внутри идут вот такие резинки, соответственно, их можно либо вот это сюда засунуть, закрепить, либо, может быть, что-то там другое, перчатки или дождевик, в принципе, сюда поместится. И вот такой вот удобный карман еще, здесь сеточка, я думаю, его можно использовать для хранения каких-то мелких предметов, может быть, там, подшлемников, еще чего-то, документов, может быть. Признаюсь, вот в руках я прям чувствую, что это вещь, но вот просто посмотрите на детали исполнения. Здесь есть молния, да, и здесь специальные такие веревки с резиновыми уплотнителями, чтобы было удобно застегивать, расстегивать. Вот эти крючки, которыми цепляется за крыло, изготовлены из пластика. Соответственно, независимо от того, какое у вас крыло, вы можете вот
зацепить и утянуть, притянуть сильно к крылу, чтобы она никуда не делась. Плюс ко всему, это вот как страховочная стропа. Вот этой вот веревкой вы цепляете эту сумку за вилку мотоцикла, за руль, за траверсу. И тоже, соответственно, затягиваете, чтобы, если в случае, я так понимаю, вот эти вот не сработают штуковины, и где-то вот, ну, сильно ваш выйдет мотоцикл, чтобы сумка не улетела куда-то в траву, и вы потом ее искали, осталось все-таки висеть на руле мотоцикла на траверсе. Конечно же, сейчас я не готов сказать, все ли это работает так, как описывает производитель. Но несмотря на то, что на улице декабрь месяц, и сегодня утром было, если не ошибаюсь, -3, я думаю, все-таки надо рискнуть и прокатиться с этой сумочкой сейчас где-нибудь неподалеку, хотя бы немножечко потрусить мотоцикл по пересеченке и понять, на самом ли деле будет ли эта сумка держаться. Но предварительно я нагружу ее сейчас инструментом, чтобы она не просто пустышка болталась, а была на самом деле вес какой-то имела, и мы увидим, будет ли она держаться на крыле. Кстати, вот здесь еще тоже есть карман. Ну, наверное, в него что-то такое закладывать. Может быть, знаете, вот когда на природе открыл что-нибудь, у тебя есть в руках какой-то пакетик, бумажка, целлофан, который ты не хочешь выбрасывать. Но можно закинуть сюда, не залазя внутрь сумки, чтобы не мусорить на природе. Положить это сюда и дома уже выкинуть в мусорник. Ну, что могу сказать, друзья? Она мне нравится. Она реально мне нравится. И она 100% стоит своих денег. Если не ошибаюсь, на момент приобретения мной этой сумки она стоила вместе с кейсом под инструмент порядка 1600 рублей. Ну, 1600 рублей за эту сумку, друзья, поверьте мне, как любителю сумок, она стоит своих денег. Сумка на крыло от Kemimoto, признаюсь честно, безумно ей доволен. А теперь давайте посмотрим, что в итоге у меня в нее поместится из моего обычного набора, который я вожу с собой. Вот здесь у меня инструмент, довольно-таки увесистая сумка. А здесь у меня идет трос на всякий случай, запасная камера и перчатки, там еще что-то. Давайте попробуем распределить инструмент в этой сумке, тот, который я вожу с собой. В принципе, здесь отлично поместятся монтажки. У меня есть монтажки для мотоцикла еще советских времен. Все смеются, говорят, ты что, купи модные монтажки. Я говорю, Советский Союз умел вещи делать. Вороток у меня здесь есть. Насыпаны головки всякие. Вот как раз их можно сюда закинуть, чтобы все это не рассыпалось, не разлетелось. Мелкий инструмент. Так, ну и вот здесь вот плоскогубцы, некоторые ключи. Наша с вами задача сейчас проверить, сколько сюда всего поместится. И потестировать эту сумку в нагруженном. Вот тут тоже мелочевка у меня. Это инструмент. Мы ее аккуратно сворачиваем. Кстати, вот хочу сказать спасибо производителю. Вот даже в таких мелочах вот этот вот кейс под инструменты, у него липучка. И вот я постараюсь вам показать. Вот даже эта липучка, на ней надпись Kemimoto, надпись бренда. Она не просто, это не просто принт, а она имеет выпуклую форму, прорезиненная. Ну, это знаете как, это вот внимание к мелочам. Мне приятно, что китайские производители тоже начали делать вот такие вещи. Потому что раньше, когда мы покупали какие-то фирменные вещи от Alpinstar, от Dainese, мы как раз таки вот переплачивали вот за эти вот ништячки, вот эти вот всякие выпуклые штучки, приятные прорезиненные вещи, там качество шва. Друзья, ну достойно, очень достойно, мне нравится. Давайте закину инструмент вот сюда, под эту резинку, и сверху, в принципе, место еще, насколько я понимаю, есть. Сверху давайте закинем, положим трос, который я вожу с собой. Ну, мало ли что случится, может, когда-то кто-то кого-то будет буксировать. Вот перчатки можно закинуть, плотные резиновые, одноразовые. Ну, а камеру оставим там, закинем ее в рюкзак. Вот что получилось у нас. Сумка застегнулась. Вот она уже стала иметь определенный объем. У нее появился вес. Еще, кстати, у меня есть определенные сомнения по поводу того, какой максимальный вес в нее можно складывать, потому что все-таки она будет висеть на пластиковом крыле. Не будет ли она портить крыло, гнуть его сильно и вообще не сломает ли она его. Поэтому, возможно, со временем тяжелые какие-то вещи отсюда будут убираться, и сюда будет складываться что-то объемное, но легкое, чтобы сэкономить место в рюкзаке, и оно находилось здесь.
Давайте подвину мотоцикл поближе, и мы попробуем повесим эту сумочку на крыло, посмотрим, как это будет выглядеть. Так, ну что, мотоцикл в кадре, подъехал мой Suzuki DRZ 400, вот она сумка, и давайте попробуем прикрепить ее сюда и посмотрим, как это все будет выглядеть на мотоцикле. Соответственно, вот этой вот шлёвкой мы пускаем вперед. Вот, меня интересуют больше вот эти штуковины. Вот они ослабляются, и вы цепляете их за крыло. Раз, два. Сейчас вот можно чуть подтянуть. 3, 4. Двигаю максимально к фаре и затягиваю. Кстати, держать отлично. У меня сейчас голая рука, но вот за счет вот этих прорезиненных нитей вообще не скользит ничего. Я думаю, когда ты где-то на бездорожье, у тебя мокрые перчатки, если дождь и еще что-то, это вот очень удобное решение, потому что все эти ремни, когда они намокают, они обычно становятся скользкими. Вот эти ремни прорезиненные, и они вообще в руке не скользят. Так, ну вот я подтянул ее. Она, конечно, потеряла там какой-то эстетический вид, может быть, изначальный. И теперь вот этот вот ремень мы крепим, ну, в принципе, давайте его закрепим пока вот так за обтекатель. Ну, скажем так, просто чтобы было понятно. Ну и в дальнейшем можно вот сюда за этот, либо за пластик, либо за саму вилку прямо вот так обогнуть и зацепить его, чтобы он никуда точно не делся. Ну, так мне пока, пускай будет так, мне будет удобный доступ до него. Ну, в общем, друзья, вот как-то так это выглядит. Ну, вы знаете, наверное, вот этот ремень нужно подтянуть для того, чтобы он немножечко растянул груз наверх. И крыло не так играло за счет нагруженной этой сумки. Но в любом случае, все дальнейшее можно понять только при эксплуатации. Поэтому одеваемся, утепляемся и едем немножечко прохватить на мотоцикле, отвести душу, да и понять вообще, как это все поведет себя уже в эксплуатации. Ну, скажу вам честно, я однозначно доволен покупкой уже сейчас. Я эту сумку себе 100% оставлю, никуда не дену. А остался у меня только в голове один вопрос. Насколько сильно я могу ее нагружать? А так, это бомба. Это бомба. И могу сказать вообще, почему я сделал такой выбор. Потому что я однажды, у меня некуда было положить дождевик. И я дождевик сюда примотал обычной резинкой, вот, ну, стропой вот этой резиновой. И вот эти стропы, которые внизу под крылом проходят, они были все в грязи, когда я начал снимать дождевик. Я все испачкал, все руки в этой грязи испачкал. Все было испачкано, потому что, ну, все-таки, когда у тебя крепление снизу, оно ловит на себя всю грязь. Здесь же крепление только по краям держится за крыло, и есть шанс, что когда ты будешь ее снимать и ставить, ты не будешь так сильно извозюкиваться во всем том, что летело с колеса. Хоть производители позиционируют эту сумку как сумка на переднее крыло, и на всех фотографиях показывает ее так, да и я ее покупал как бы с задумкой на то, что она будет висеть на переднем крыле, но я только что поймал себя на мысли о том, что она прекрасно крепится и сюда. По сути, смотрите, такое же крыло, вот эти крючки мы цепляем за края крыла. Точно так же мы ее затягиваем, смотрите. И вот этот ремень, который призван крепиться там за переднюю вилку, за траверсу, его в принципе можно пропустить под сиденье, там его закрепить, ну, с небольшим запасом, и он будет шикарной страховкой на случай, если сумка куда-то улетит, ну или при выходе с мотоцикла вы ее ногой собьете. Признаюсь честно, мне вот эта идейка тоже нравится. Я потестирую эту сумочку там и там. Первоначально, конечно, на переднем крыле, потом здесь. И если мне эта тема зайдет, я, наверное, разорюсь и закажу себе еще одну такую сумку. Буду эксплуатировать две сумки тут и там. Сюда, кстати, я, наверное, положу более что-то тяжелое, инструмент, какие-то такие вещи, потому что, ну, все-таки здесь более прочная конструкция, здесь идет металлический подрамник под крылом. А на переднее крыло в такую же сумку я могу упаковать запасные камеры две перед-зад, какие-то перчатки, еще что-то, дождевик, может быть, даже туда засунуть, бахилы. Короче, я доволен, хочу поехать уже и попробовать эту сумочку в деле. Так что огонь, друзья, едем тестировать. Ну что, друзья, я завел мотоцикл. Вот так вот эта сумочка выглядит, скажем так, не в студийной обстановке, а на улице. Вот, сейчас выйдем на природу, поштурмуем несколько подъемчиков и посмотрим,
выдержит ли эта сумка все боевые испытания. Поехали! Сумочка еще пока на месте. Смотри, не падает, а? Она прям держится. Она прям держится. Я очень ей доволен. Вот, смотрите. Но она держится. В принципе, можно еще подтянуть. Так, что хочу сказать, друзья. Производитель Kemimoto, я однозначно говорю вам спасибо за этот продукт. Я им 100% доволен. За эти деньги это просто супер. Моих средненьких навыков эндуро не хватило, чтобы ее сбросить, конечно, сегодня с мотоцикла. Ну и плюс ко всему погода сухая, она не намокла. Ну, сломать можно все что угодно, это понятно, но если вы катаетесь приблизительно так же, как и я, или чуть-чуть даже жестче, я вон там попытался попрыгать, однозначно эта сумка все выдержит. Я доволен ей 100%. Сегодня не буду ее тестировать на заднем крыле, как я говорил о том, что в принципе она там тоже хорошо разместится. Это уже какие-то мои идеи. Производитель все-таки ее позиционирует как сумку на переднее крыло, поэтому я вам ее показываю, как она себя ведет на переднем крыле. Я однозначно покупкой доволен. Немного замерз, еду домой пить горячий чай, снимать для вас новые видосы. А вы, друзья, покупайте хорошие вещи, тестируйте их, ставьте на свои любимые мотики, путешествуйте. И всем добра. Поехал домой. Холодно, трындец.